Профессиональная лига армрестлинга берет свое начало в далеком 2001 году. 22 июля первая топ-восьмерка или просто восьмерки должны были приехать в Гдыню и провести турнир, в котором спортсмены будут бороться на правую и левую руку, и в сумме двоеборья будет определен самый сильный. Но давайте вернемся в прошлое еще глубже. В 2000 году я поехал на чемпионат мира, который проходил в Рованеме, в Финляндии. И там мы вместе с Асеном Хаджитодором решили, что профессиональной лиги армрестлинга быть. Дата была определена 22 июля. Это было после чемпионата Европы одной федерации и чемпионата Европы второй федерации. Да, тогда было две федерации, два ВАФа, две разных организации, но одни и те же практически лица. Ездили на одни соревнования и на другие. Итак, среди этих 8 спортсменов в весовой категории до 73 килограммов должны были выступить Алекс Мунджишвили, он же сам из Москвы, Тамас Чуткерашвили из Грузии, Шамиль Каражаев из России, Владикавказа, и Григорий Бондарук с Львова, Борисенко, Андреас Рунстром Швеции, один из самых сильных спортсменов в то время в европейском армрестлинге, а также Цветан Гашевский. Его еще называли профессором армрестлинга, и не случайно. Итак, вызов брошен. 8 атлетов, самых лучших в весовой категории до 73 килограммов. Но случилось непредсказуемо. В 2001 году именно Алекс Мунджишвили имел просроченный паспорт, и его вернули на границе. Из 8 спортсменов у нас осталось только 7. Но это не помешало провести первый турнир. К нам еще приехал и Алан Фишер, легенда мирового армрестлинга. Таким образом, восьмерка спортсменов заменилась на семерку, но турнир прошел на левую и на правую руку. И довольно успешно. Это было начало профессиональной лиги армрестлинга. На днях буквально пройдут самые известные поединки во всем мире. Эти поединки останутся в истории каждого рукоборца навсегда. Приехали самые лучшие спортсмены с Европы сразиться с легендами американского армрестлинга. Уже в 2003 году появилась идея провести что-то, чтобы выделяло профессиональную лигу, отличало ее от других организаций любительских. Таким нечто стал поединок Arm Fight, который во время доминиканского ярмарка в Гданьске на большой сцене решили провести, и в этом поединке встретились Василий Кузнецов, сейчас из железного рейтинга, а тогда еще действующий спортсмен, и Мартин Крефт.
Он же являлся представителем клуба «Золотой лев» Лемберг. Мартин Крефт весил около 100 килограммов. Василий Кузнецов около 80 килограммов, 85 килограммов. Но это был очень опытный спортсмен. В этом поединке выиграл Мартин Крефт. Его на руках вынесли со сцены. А я в тот момент сказал, что новому направлению быть. Сейчас это направление называется по-разному. Одни называют его суперматч. У нас уже появилось новое название Вендетта. Но это, чтобы вы понимали, все тот же армфайт. И мы это сделали. На сегодняшний день профессиональная лига армрестлинга имеет два главных продукта. Это Кубок мира среди профессионалов. Его история берется с 2000 года, начиная с обыкновенного турнира «Злотый тур». Несколько лет под этим названием «Злотый тур» проходили турниры, на которых было все больше и больше стран и на которых все больше и больше было участников. В 2003 году, когда нам предложили переименовать этот турнир и сделать Кубок мира среди профессионалов, мы это сделали, и он уже назывался Casinos Poland World Cup. В 2004 году к нам приходит крупный спонсор Немиров. И этот турнир уже называется Немиров World Cup. Скромный парень Дэйв Чаффи впервые за границей, впервые в Польше и впервые борется. Смотрите, что творится! Кто победит этот поединок? Если вы или Дэйв Чаффи, смотрите еще раз, смотрите, что творится на столе! В проигрышном положении выиграл Дэйв Чаффи. С ума можно сойти. Именно с этого турнира пошло поколение новых армрестлеров, спортсменов, которые стали легендарными личностями, известными не только как достижением в армрестлинге, но и в других видах спорта. Взять же хотя бы того же самого Алексея Воевода, который впервые попал на «Золотой тур» в 2001 году. И тогда уже у нас было 9 стран и было более 50 участников. Алексей Воевода тогда не выиграл турнир в абсолютке, он был только вторым, но тем не менее этот человек свой первый шаг сделал на «Золотом туре». 3 раза подряд Алексей Воевода выигрывал «Золотый тур», и он вписался в историю профессионального турнира как самый сильный спортсмен нулевых. В определенных состязаниях. То есть одним из состязаний был как раз тоже армрестлинг. Он тогда так не называлось, у нас, скажем, традиционно назывался рукоборье просто. Да. В 2007 году впервые профессиональная лига армрестлинга проводит Кубок мира среди профессионалов на левую руку. Тогда победителем Кубка мира на левую руку стал Андрей Пушкарь. Джон Брезенк, легендарный Джон, приезжал к нам много раз подряд. Начиная с 2004 года, когда американская команда приехала в Польшу для того, чтобы показать или, может быть, даже проучить европейских спортсменов, показать, что они сильнее всех. Они прежде всего хотели выиграть Алексея Воеводу, но так им и не удалось это сделать. Тогда же в 2004 году приезжала съемочная группа с Нью-Йорка для снятия фильма «Пулин Джо». В 2007 году любители армрестлинга предложили побороться Денису Цыпленкову и Андрею Пушкарю на левую руку за титул самого сильного. Тогда
Андрей Пушкарь очень был удивлен силовыми показателями Дениса Цыпленкова. Он ничего не смог ему сделать и проиграл со счетом 6-0. В том же 2008 году мы уже видим Дениса Цыпленкова на Кубке мира среди профессионалов. Он уверенно выигрывает левую руку, но проигрывает Джону Брзенку. И тогда появляется идея организовать шестираундный поединок за титул самого сильного. Такой поединок состоялся летом 2009 года в Тапау-центр в Лас-Вегас. Многие ребята тогда видели фаворитом Дениса, верили в то, что Денис Цыпленков сможет одолеть Джона Брзенко в шестираундном поединке. Но этого не произошло. Джон выиграл со счетом 6-0 у Дениса Цыпленкова. И мы все поняли, что легендарный Джон еще имеет много-много возможностей для того, чтобы побеждать. В 2018 году впервые в истории армрестлинга, уже не говорю в истории профессиональной лиги, произошло событие, которое всколыхнуло весь мир. По дороге на свой турнир погибает Андрей Пушкарь. Олег Жох с большими ушибами и травмами попадает в больницу. Мир армрестлинга теряет легендарного атлета Андрея Пушкаря. Я хочу передать слово Денису Цыпленкову. I would like to give a word to Denis Tsiplenkov. Друзья, Friends, многие из нас готовились на этот турнир. a lot of us were preparing for this Спортсмены tournament. Вендетты 14 числа должны были быть здесь. Все мы 14 числа вылетели в Польшу. All the participants of Vendetta had to be here on 14th of November. Буквально уже на подъезде многие в Польше узнали ужасную новость, We all took off to Poland, and Который- approaching Poland, we came to know the terrible news, которая потрясла весь спортивный мир. which impressed the whole sports world. И каждый из вас, наверное, подумал, что на его месте мог оказаться каждый из нас. And each of us probably thought that each of us could be at the place of Andrei. Опять же, немножко вины есть и моей, да. Он ехал бороться со мной, ко мне ехал. Также он ехал бороться для своих друзей и фанатов, к вам ехал. There is some part of fault is on me because he was going to pool with me, and also he was coming here for you, his fans. Но судьба сыграла эту шутку, и Андрей не доехал до турнира. But destiny played a very bad joke, and Andrei didn't make it here. И так как он не доехал и никакого армфайта не состоялось, я не имею права забрать пояс. Он остается у Андрюхи в семье для его сына Льва, чтобы его сын гордился и знал то, что его отец ушел непобедимым. As soon as he didn't make it here, and there was no arm fight, I think it will be fair if this belt will stay in Andrei's family for his son to know that his father was unbeatable. Андрей Пушкарь практически с профессиональной лигой вырос. Я впервые его увидел в 2003 году на чемпионате Украины в Судаке. И тогда подошел ко мне отец его, дядя Толя, сказал: Игорь, ты организуешь серьезные турниры, посмотри на моего сына, этот человек будет звездой, этот человек будет чемпионом мира. Я посмотрел на него так, никак. Собственно говоря, думал, что это какая-то шутка, мало кто ко мне подходит. Но в тот же день
Андрей Пушкарь выигрывает у Алексея Семеренко, не будь кого. Андрей Пушкарь выступает на чемпионате Европы в 2014 году. В сильнейшей схватке с Алексеем Воевода он травмирует свою правую руку, но тем не менее эта схватка запомнилась всем нам. Алексей Воевода потом уже позже вспоминает, что этот поединок был для него насколько важный, ибо он понимал, что Андрей Пушкарь со своей техникой бокового нажима может сбить с центральной средней линии любую руку, поэтому было важно успеть подстроиться под эту технику и не дать ему, чтобы он его дожал до подушки. История профессионального мирового армрестлинга начинается в 50-х годах 20 века с первого чемпионата мира, который прошел в городе Петалума, Калифорния. С тех пор армрестлинг перестал быть просто барным развлечением, в нем появились какие-то правила, появилась дискуссия в газетах, на телевидении. Армрестлинг после этого попал на телевидение, в известную программу «Мир спорта» на ABC. И после этого армрестлинг появился как профессиональный спорт. Конечно, до появления ПАЛ в мировом армрестлинге, скажем так, любительский армрестлинг и профессиональный армрестлинг были сильно переплетены. Грубо говоря, для обычного человека они отличались тем, что на любительских соревнованиях люди выигрывали просто медали, а на профессиональных соревнованиях люди выигрывали деньги. ПАЛ гораздо глубже понимает процессы все. Игорь Мазуренко как спортсмен, как человек, который занимается исследованиями и разработками в области тренировок, спорта, физиологии армрестлинга и других научных аспектов этого спорта, он глубоко понимает жизненный цикл или карьерный цикл спортсменов, и исходя из этого уже выстраиваются все паловские модели. После 2018 года профессиональная лига армрестлинга начинает работать над новым проектом под названием ТОП-8. Когда в 2013 году после Кубка мира среди профессионалов была сделана специальная съемка и готовился турнир под названием ТОП-16. То есть 16 самых сильных спортсменов в мире должны встретиться в Лас-Вегас и определить, кто есть кто. Когда мы начали собирать этих ребят, начали договариваться о каждом поединке, оказалось, что не так все просто. В далеком 2013 году была одна организация под названием UAL, Ultimate Arm Wrestling League, которая подписала множество контрактов со спортсменами и не сильно хотела делиться ими для такого события. А когда мы начали просматривать полностью с самого нуля, насколько интересно было бы провести топ-16, то оказалось, что 16 спортсменов, всех равных, одинаковых, мы наверняка даже бы не нашли. И появилась еще одна проблема. Чтобы провести весь турнир 16 участниками, нам нужно было бы сделать 6 этапов. Когда впервые я сказал Денису Цыпленкову: Денис, тебе нужно будет в следующем году бороться 6 раз подряд, он сказал: Игорь, я никогда в жизни не боролся больше, чем 3, а ты хочешь, чтобы я 6, я не выдержу, это невозможно. Тогда я понял, что топ-16 не имеет никакого смысла. Для того, чтобы дать старт топ-8, нам нужно было еще подождать долгих 4 года.
После долгих дискуссий перед Кубком мира среди профессионалов 2018 года состав топ-8 должен был выглядеть следующим образом. Андрей Пушкарь, Украина, Денис Цыпленков, Россия, Леван Сагинашвили, Грузия, Геннадий Квиквиния, Грузия, Тим Бреснан, USA, Майкл Тодд, USA, Девон Ларат, Канада и Дэйв Чаффи, USA. И с такими парнями мы должны начать в 2019 году топ-8. Перед Кубком мира среди профессионалов мы потеряли навсегда Андрея Пушкаря. Мы не знали, кем его заменить. Ведь это один из самых важных атлетов топ-8. Андрюха, я не знаю, слышишь ли ты меня или нет, но несколько месяцев назад я пообещал тебе, что твой поединок состоится в любом случае, при любых обстоятельствах. Я обещаю это, и я тебя поведу в последний твой поединок в воскресенье. Девон Ларат был очень заинтересованный выступать в топ-8. Но Девон Ларат после Кубка мира среди профессионалов еще нам не дал стопроцентный ответ, будет ли он участвовать или нет. Сразу же после Нового года мы поехали к нашим спонсорам в Китай, в Малайзию и приблизительно понимали, в каких числах начнется первый этап топ-8. И тут мы получили следующий удар. Этим трем участникам, Девону Ларату, Дэйву Чаффи и Майклу Тодду, ВАЛ запретил участвовать в топ-8. И из них остался Тим Бреснан, который не имел контракт с ВАЛ, был верный профессиональной лиге, и именно этот спортсмен выиграл у легендарного Алексея Воеводы в 2016 году. At the outset of the night, as we see the replay of Bresson getting the pin, and ultimately what will be a win this evening in Las Vegas. And if I had said to you at the beginning of the evening that Michael Todd and Alexei Vovoda, two legends in this sport, would come up on the short side of the ledger. Considering the competition they're facing, Сразу же после Кубка мира среди профессионалов нас определилась замена Андрея Пушкарю. Им стал Евгений Прудник. Женя выиграл Кубок мира среди профессионалов на правую руку в абсолютной весовой категории. Это была достойная замена. Топ-8 это такой турнир, в который мечтает попасть каждый спортсмен. Потому что это очень хорошая стартовая площадка для развития, для того, чтобы была возможность проявить себя как спортсмена, может показать максимальные результаты, выступить на максимум, то есть готовиться по полной. В 2018 году так случилось, я выиграл абсолютку злотого тура и попал в топ-8. Это было, конечно, для меня очень неожиданно, очень волнительно. Я, конечно, думал, что я никаких результатов там не покажу, но мне удалось, я собрался и показал, и доказал, и занял 3-е место. И сейчас я готовлюсь еще больше, потому что топ-8 заряжает. По топ-8 это очень круто. И каждый год нужно прогрессировать. И спортсмены в топ-8 каждый год прогрессируют очень сильно, на голову выше становятся. И ты не имеешь права отдыхать. Ты должен каждый год еще становиться сильнее. Профессиональная лига армрестлинга — это площадка, на которой нужно побеждать и всегда показывать максимальный результат и приходить только к победам. На Кубке мира среди профессионалов в 2019 году было 3 важных события. Первое — это чемпионат мира среди любителей по версии ИФА, новой организации, которая занимается любительским армрестлингом. Второе — это Кубок мира среди профессионалов, а также был еще Кубок мира среди инвалидов. Ну и венцом этих всех событий были финалы топ-8. The third and final stage of the top 8. Oh, big hit to the side, and Levin just too strong in the centre of the table as he rolls sideways, and the wrist of the Russian goes back and then touches the pad.
Еще раньше нами было анонсировано, что Кубок мира среди профессионалов был также отбором в весовой категории до 95 килограммов на правую руку. В этой весовой категории мы имели самое большое количество участников – 39. 39 участников боролось за то, чтобы попасть в топ-8 на правую руку. И мы с оптимизмом смотрели в 2020 год. В начале года, до февраля месяца, мы уже 8 раз были за границей, в той же самой Малайзии, но тут пришла неожиданность. COVID-19 внес свои коррективы в организацию топ-8. Нам пришлось адаптировать турнирную модель к условиям локдауна. Каждый месяц будут проходить как минимум 2, а то и даже 3 события, организованные профессиональной лигой. Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, смотрите историю профессиональной лиги. Мы идем в будущее, и мы будем рады, если вы будете вместе с нами.